Как обычно на своем канале, с вами Вероника. Сегодня расклад у нас на одну позицию, иду по потоку, а потом уже сделаю или расклад, или, возможно, прямой трансляции, я еще подумаю. По поводу нападений в последние дни. Я так вижу, многие из тех, кто получил по голове, пододурели уже, знаете как, причем отхватили и все равно бегут, делают, то есть не останавливаются и заказывают, и сами пытаются. Сил нет, кто-то больной бежит на кладбище. У кого-то проблем и так достаточно, оно пытается еще там что-то само вытворять. Третьи заказали, поехали. Оно получило тоже по голове, хотя это оно женского рода в большинстве случаев сейчас. И снова лезет не пойми куда, как говорится, это их дело. Но все равно мы их просмотрим. Что там в последнее время были за атаки, ввиду того, что у нас 27 числа все-таки полнолуние, оно будет необычное. Поэтому, видать, они заранее, знаете, начали готовиться к этому. Вот. Но пускай делают, что хотят. Посмотрим, что делали нам. Кто на что там гораст, кто что выдумал, да, в нашу сторону. Ну и, может быть, даже погляжу подсказки, что именно нужно предпринять в это полнолуние, дабы себя обезопасить и убрать вот эту ерунду, которую насылают. Итак, ребят, позиция будет одна, как я уже сказала. Я по-новому взглянула на колоду Хаш-Таро. Свои трансформации проходят. И хочу вот на ней поработать. Несколько раскладов. Но сегодня, знаете, так основательно прям только этой колодой. Из оракула теней 3 карты. Так, знаете, навести фокус. Так, что еще хотела сказать? По поводу полнолуния, для кого актуально, еще есть одно место. Могу взять, работа на погосте, все детали в моем телеграм-канале, или же обращайтесь ко мне в личку. И такая новость, ребят. Теперь вот расклады, да, на тему ритуалики, как прошли, допустим, ритуалы, что нашим недоброжелателям, да, пошло. Короче, все, что касается ритуалов, я буду выставлять на своем втором канале, дабы разграничить вот эту тематику. Кому интересно, короче, переходите, подписывайтесь. Кому не интересно, не напрягайтесь, как говорится. На этом канале я оставлю несколько иную, да, так сказать. Не хочется повторять тематику, но несколько иное направление, короче говоря. Ну а все, что касаемо ритуалики, милости прошу на второй канал, чтобы не пропустили ролики. Итак. Название я еще ролика не знаю, вы уже в курсе. Ну давайте посмотрим, что для вас актуально в данный момент. Почему я вообще села его записывать? Во-первых, потому что уже пора, как говорится, да. Я отсутствовала некоторое время ввиду определенных обстоятельств и своих причин. Были дела. А во-вторых, вот почему-то по потоку. Что хотят мне сказать, я еще не знаю. О чем предупредить и что поведать. Но
Вот именно колода Хашта-Ро зарекомендовала себя за последние несколько дней, как знаете, та, которая копает в такие дебри. Показывает иногда информацию, которую, ну, как бы ты знаешь, косвенно она там как-то, да, влияет, но тем не менее, если она делает на это акцент, то в течение там суток-двое оказывается, что эта информация была как раз и к месту. Ну, вы мне потом отпишитесь, как у вас, сработала ли эта система или нет. А мы будем приступать. Итак, давайте посмотрим, наверное, на оракуле теней сразу, о чем здесь речь. О чем нам будут рассказывать? Секундас. Скипетр с нами будет. Итак, вам нужно быть внимательнее. Во-первых, любовную деструктивную магию на ваше волеизъявление на вас насылают. Это раз. Во-вторых, пытаются снять ваши защиты. В-третьих, параллельно с этим делают на то, чтобы вы о ком-то думали. И еще связь с родом разорвать охота ребятам каким-то. Здесь дистанцию с неприятными людьми держите. Не впадайте в депрессуху, занимайтесь своими делами. Можете даже для вида создать эффект ничего не делания. Пусть они думают, что у них все получается. Но знаете, параллельно с этим у вас как закрываются какие-то моменты, причем глобальные, то есть вы как какой-то кармический долг отдаете. А с другой стороны, знаете, как-то уже задолбались мы, да, хотела по-другому сказать, эти долги отдавать. И еще момент. Ребят, двигайтесь только по пути вашего сердца. Если у вас есть момент, где вам что-то не нравится, значит, не нужно себя насиловать и делать это. Если кто скажет, мне приходится работать на нелюбимой работе, от этого зависит мой достаток. Ребята, никто вас не заставляет носить неудобную обувь, жениться или выходить замуж не за тех людей, работать на нелюбимой работе. Поверьте мне. Возможно, сейчас это как-то для вас слишком легко звучит, и вам кажется, что мне легко это говорить. Я бывала в такой ситуации, поэтому я знаю, о чем речь. Все можно поменять. И, кстати, вы какие-то знаки и предупреждения для себя получаете, что что-то не так, что-то идет не по вашему плану, как кто-то врезается в них. И еще такой момент, защиты могли подпробить. Угу. Манипулировать вами хотят. Причем очень хотят. Много чего от вас скрыто. Через огонь поработайте. Огонь вам поможет защиту обновить. Потому что здесь у кого-то даже могло уже проявиться на физике. Если не бронхи, то что-то связано с дыхательной системой. Она отвечает за духовность. Поэтому вот эти все предупреждения не отметайте. Кто-то хочет с вами воскресить отношения. Давайте я вот эти карты так оставлю, чтобы они нам якобы намекали.
на основную идею, да, как говорится. Итак, теперь смотрим. Вообще без вопроса, вот, ну, что надо знать, или что хотят показать, сказать. И будем идти по колоде. Я, конечно, не знаю, вам так не видно, может быть, видно будет. Вот что вы поймете по вот этому на свече. И здесь как какой-то человек, который... Проблемы с желудком у человека однозначно, с пищеварительной системой. Знаете, как или бухое, или что-то такое вот состояние. То ли с горя напьюсь, то ли пойду какой-то ритуал сделаю, потому как все равно будет по-моему. Ну, если из вас кто-то что-то себе подсмотрел, значит, подсмотрели. Так, поехали. Пожалуйста, первая карта говорит нам о том, что идут нападки. На вас идут нападки. Конкретно здесь мужская карта. В бытовом вопросе, ну, в самом обычном значении, да, но не факт. Причем человек, слушайте, без жезла сегодня мне никак вот. Причем человек, не видя всего, ну, то есть всей ситуации, да, четко и конкретно, особенно, что его по бокам окружает, вот ломится вперед, мол, добьюсь, как я сказала, слышите, по тому, что на свече было, вот добьюсь того, чего мне надо. Но при этом же очень рискует сам попасть в, ну, мягко выражаясь, затруднительную жизненную ситуацию. Давайте-ка теперь посмотрим, чего этот человек не видит, не хочет замечать. Он не хочет выслушать еще чье-то мнение. Ему как-то в сотрудничестве либо не то предлагают, либо же еще 3 человека, либо 2, он третий, ему хорошо дуют в уши. И он, не разбирая, кидается на амбразуры. Вот так вот здесь. Или, вот понимаете, или кому-то обратился, и ему сказали, что не надо, и он не хочет этого слышать. Либо он не видит, что его либо 2, либо еще 3 человека просто, ну, вертят на одном вот волшебном таком отростке. Здесь этому персонажу кто-то вот не просто по ушам проехал, а систематически туда вдувает определенные идеи. И этот человек за счет того, что слышит, четко уверен в своих убеждениях. Но вот здесь персона, которая не терпит критику, а именно ее бы ему и следовало выслушать. И чему-то еще обучается. Так, с этим понятно. И вот тоже опять выходит у меня второй поток. Ну, короче, буду озвучивать, а там уже посмотрим, на что вынесет. Если это касаемо вас, то даже 2 варианта идет, понимаете? Здесь либо вы сотрудничаете
с определенными силами и выставляете защиту, или же идете в нападение на кого-то, да? И всего еще доподлинно не видите. Либо же вы... Нет, второго варианта нет. Не все еще вы понимаете и видите для таких манипуляций, да? Нападать на кого-то. Тут еще вам нужно подучиться, или же вы обратились к кому-то. Так, теперь переключаемся. Смотрим дальше. На какие трудности этот человек по итогу наткнется, поступая так по отношению к вам? Будет у него завязка с миром мертвых. Проще говоря, те мертвецы, которых он вызывал, и не факт, что мертвецы, может и другие силы, но и давайте я остановлюсь на вот таком лайт-варианте, пусть это будут мертвецы. И вот они будут возле него сидеть и его кушать. А чем он их подпитывает? Человек хочет разрушить что-то старое, какую-то старую систему в своей жизни и на ее месте создать новую. Но его еще окружают еще какие-то крысы. А чего ожидает от этих своих действий? А ожидает он, знаете чего? Быть выше других. Найти некий обход. Даже вот так я хочу теперь положить эти карты. Сейчас посмотрю еще что. Он хочет найти некий обход, то есть, знаете, возвыситься. Здесь идет вот такой фактор, что где-то вот схитрить и быть выше системы. Или же здесь человек хочет прям вырваться под влияние определенных, вот идет слово чины. А вы тут при чем в таком случае? Сейчас посмотрим. Податься некуда, что ли? Хорошо, теперь смотрим. Что он хочет разрушить? Какую-то свою стабильность хочет разрушить. Возможно, что-то связано с домом. Либо там, где он когда-то получал победы, теперь уже этого не получает. Или в доме в его что-то его не устраивает, да, в его жизни. А что хочет создать? Очень интересно. Очень даже интересно. А знаете, что он хочет создать? Вот реально хочет возвыситься человек над другими людьми и берет куда-то курс, преодолевая препятствия, да? Куда он курс берет и держит? Он хочет быть стабильным, самодостаточным и ни от кого не зависеть. Или же хочет семьи. Что за люди, по головам которых он идет при этом? Люди под масками. Люди, которые искренне не показывают ни своих эмоций, ни своих мыслей. И вместо того, чтобы идти в будущее, они за этими масками вот сидят, знаете, и... Короче, им там удобно. И не хотят ничего менять. Дальше я по этим персонам смотреть не буду, хотя дальше здесь сюжет можно копнуть, но нам не суть важно. Нам важно, что хорошо, вот он что-то хочет разрушить, куда-то к чему-то прийти. Посмотрели, разобрались с одним аспектом.
Теперь, чем это он руководствуется, да, чего он хочет? Хочет обойти систему, вырваться из-под какой-то системы, хочет сделать не так, как делают другие, да, может обойти правосудие, может где-то увильнуть от законодательной системы, не знаю, вот что-то такое идет. И чего этим хочет добиться? Освобождения. Он хочет добиться освобождения, да? Хорошо. Хочешь ты освободиться. От каких людей мы уже увидели? С помощью магии, с помощью призыва мертвых. А для чего тебе это освобождение? Потому что человек в зависимостях. У человека, видать, отработка кармическая пошла, а ему это ой как не нравится. Есть вариант того, что пытается на вас человек сделать, судя по вот этим картам, переклад тех трансформаций, которые он должен отработать в этой жизни. Сейчас я еще посмотрю это. Так, по поводу очиститься, да, очиститься. Есть еще такой момент, человек и на чистки ездит. И от чего-то защищается. То есть как бы маскируется, мороки, знаете, наводит. От чего маскируешься? Ситуация, где что-то разбито, разгромлено, и приходится искать новый курс, новое направление. Он как на развилке находится. Или же здесь человек работал на перекрестках, набокопорил и сам себе как снес защиты. Либо ему кто-то что-то делал, допустим, ту же чистку на перекрестках, и коряво, короче, сработало это все. То есть от слова вот совсем. Защиты в нуля. Хорошо, теперь вопрос конкретно по вот этой карте. В чем себе человек не хочет признаваться? В чем он себя обманывает? А обманывает он себя, ребята, либо в том, что он офигенная колдушка. Здесь мужик идет. Но он думает, что он ведьмак. Либо обманывается в том, что обратился к истинной ведьме, и теперь та все порешает. Итак, с этим вопрос закрыт. С этим, по сути, тоже. Этого я отложу сюда, и мне нужна вот эта ведьма. Сейчас будем смотреть. В чем ты себя обманываешь, дружище, да? Если это вот так вот. Ага. Чисто здрасте, да? Ну, ребят, карты выпали, значит, я просто вопрос задавала именно по ведьме, да, если к кому обращается. Здесь человек ошибается в том, сам себя обманывает, в том, что она ему поможет сбалансировать себя внутри и одержать победы. Какого плана? Здесь человек ставил себе защиты, делал чистку и ставил защиты. Для того, чтобы быть победителем. В этом он ошибается. Параллельно с этим, если человек еще и сам что-то там, знаете, хотела сказать слово подшаманивает, но здесь я просто шаманов, ну, как бы обижу, потому что там не подшаманивает он далеко. Фигней, короче, страдает, да. Пытается. Могу им быть. Вот если он делает, в чем он ошибается? Он считает, что он кого-то победил. Что или кого он победил?
Если это ваш бывший, скорее всего, вас. Потому что мы-то для вас информацию смотрим, понимаете? Есть вариант, что он сражается там еще с какой-то барышней. Возможно, он там с кем-то жил, где-то тырлился, либо же попал просто под воздействие какой-то женщины. И вроде как и планы были долгоиграющие, надолго, да? Может, он думал, о, классное сотрудничество, классные будут совместные проекты, либо же, о, это любовь всей моей жизни. И вот как-то он это... Если же это вы, там у человека пошла отработка чувствами к вам, и поэтому по отношению к вам вот эта белиберда вся идет, кладбищенская. Думает, что победил это. Хорошо. Окей. Куда берешь ты курс, чудище? Ух ты. Хочет творить, он считает или хочет творить благие дела с помощью магии. Или считает, что он делает вот все хорошо, правильно в своей жизни. Хочет мелких радостей. Вот персонаж хочет сочетать в себе и тьму, и свет. Сбалансировать это хочет, быть в балансе. Быть с интуицией, быть проводником высших истин. А что делает по факту? Что делает по факту? А по факту, ребят, я думаю, что это выпадаете вы. Знаете, здесь по-любому проигрываются бывшие, один из вариантов. Либо же это ваш бывший там начальник, либо с кем вы вели договора, да. Почему? Потому что по факту человек здесь... не проработав себя, не поняв, кто он, понимаете, вообще не разобравшись ни в чем, по сути дела, хочет объединения с вами. Если это не вы, хотя я думаю, что это вы, потому что королева Пентаклей, это еще мы могли бы вот быть его женой, здесь по карте даже. Если не были женой, вы были тем человеком, который освещал вот этому персонажу путь. Но если это сотрудничество чисто в рабочих моментах, значит вы приносили колоссальный... Вот знаете, вот есть люди, появляются в пространстве, и у тебя вот прет. Поэтому, вот как знаете, вот вы как донор вот этой энергии были для человека. Здесь ему бы к своей интуиции обратиться, а он по Луне. С помощью неправильных своих психологических, деструктивных заключений, прибегая к магии, пытается творить еще и добро, как он считает. Объединение с вами он хочет. Для кого-то конкретно постели с вами он хочет. Он простраивает стабильность к этому, понимаете? Как он считает, закладывает фундамент, прежде чем появиться, уже основательно, знаете, готовит вас. Вот так вот. Разобрались и с этим вопросом. По вот этой карте мы смотрели, от чего он уходит. Смотрели, уходит от зависимостей, да? От зависимостей. Здесь еще человек уходит от каких-то предложений. Но здесь персонаж, который в свое время, вот, может быть, о чем-то вам это скажет, то, что вы видите.
За вашей спиной на ментале посмотрите в виде, ну давайте я так скажу, вам это напомнит жабу. То, что там за вашей спиной. Так, человек в свое время, знаете как, прежде чем вот даст мало, а хочет много, для того, чтобы подпитывать себя. И из этого, чтобы у него произрастали какие-то материальные блага, либо же какие-то победы для него, для его психики, понимаете, вот. Он как будто здесь вот по картам, я вижу, человек сражается со всем миром. А знаете почему? Потому что он недолюбленный изначально здесь, персонаж. И он все пытается это возместить, знаете, вот все как бы мне должны по итогу. Вот такое у него поведение транслируется в мир по отношению к своим, допустим, там, подчиненным, работникам, друзьям, партнерам по бизнесу, в любви и тому подобное. Но здесь еще, кстати, у человека могут быть проблемы с потенцией. У него нет хода в будущее, понимаете? А чем он там ограничен? А знаете чем? Он носит маски и пытается соответствовать всему и каждому в любой ситуации, с каждым человеком, подстраивается, играет. Игра одного актера в пустом театре. На таких замечательных позициях по жизни можно, свихнуться. Хорошо, если только раздвоение личности будет, а не больше. «Сплит», по-моему, фильм, да, там есть. По-моему, так он назывался. Вот что-то вот этот мне персонаж напоминает, который на амбразурке-то кидается. Здесь человеку нужно больше в себя смотреть, доверять своей интуиции, не притворяться ни перед кем. Понимаете? А он этого не может делать. А знаете почему? Потому что он не доверяет себе. Я не понравлюсь обществу таким, какой я есть. А все же так делают. А я только так умею. Родители другому не научили, не транслировали в детстве. Знаете, как еще запасной вариант поведения для ребенка. И он из этого как будто в свое время черпал, да, для себя какие-то подъемы по жизни. А теперь получилось, что мир развернулся к нему, и из него начали высасывать это все. Так, с этим разобрались, откладываем. Смотрим дальше. Куда он держит курс? Давайте, вот он нападает. Куда, как он считает, он еще держит курс? Хотя, в принципе, карты нам уже, прилично, да, мы так подлезли прям к корешкам, как говорится, головного мозга и не только. Вот куда он там вот так рьяно кидается? Понятное дело, что в вашу сторону, но все же посмотрим, к чему он там путь-то себе еще прокладывает. Кроме того, чтобы подтянуть ваш ресурс, смотрите сами, любовь, бизнес это, либо это друзья, товарищи, смысл вот такой вот, подтянуть ваш ресурс. Кроме этого, ваши знания от вашего рода, от потока, должны быть у него, как он считает. Вот в чем причина, у вас это есть, у него нет. Он думает, что вот такими методами, о которых я говорила, достигается то, что есть у вас. Он не понимает, что это делается по-другому. А знаете почему? Возможно, даже понимает, но в себе, для себя человек никогда не признается по одной простой причине. Если он это сделает, он официально объявит о своем поражении. Потому что я считаю, что вы заведомо ему транслировали
правильный вариант. А он его отрицал, манипулировал и еще и принижал ваши качества и достоинства. Итак, Итак. Как бы правильнее так сказать? Точнее, не сказать, а разобрать по полочкам, да? Надеюсь, вам там все видно, ребятушки. Значит, смотрим. Если это его родовая система. Нет, ваша. Давайте так, ваш ресурс. Если это ваш ресурс, какую травму в свое время он вам нанес, этот человек? Он долго работал над планом. Долго трудился. Возможно, по работе по своей вас обманывал. В рабочих моментах. В деньгах. Над чем он там трудился? Возможно, человек говорил, я не верю в магию, сам при этом делал. Возможно, даже и на вас в свое время делал, чтобы вас привлечь в свое пространство. По магу. Здесь человек хотел приобрести те качества, которых ему не доставало. Какой ритуал он проводил, смотрим. Чтобы получить защиту для себя, признание в обществе, построение некой структуры и получить ключи от всего, то есть уже получить результаты. Знаете, быстро, основательно и конкретно. Какого же духа он тогда на самом деле выпустил? Непредсказуемость, конкретная непредсказуемость. По итогу ему самому пришлось быстро и оперативно принимать решения. Либо оставаться, как говорится, на костях тех неудачников, которые так и не решили что-то попробовать в своей жизни, либо попробовать. Вот там смотрите сами, у кого какая ситуация. То есть, знаете как? Уже тогда изначально человек делал ритуалы коряво. Манипулировал. Если не занимался ритуалами, то я вам хочу сказать так. Врал о том, сколько он зарабатывает, какая у него прибыль. Не знаю, вот такого плана. Врал о том, что, возможно, у него есть еще кто-то. Может и такое быть. Что он на два фронта, бедолага, разрывается. Да, здесь и треугольники могут быть. Знаете, о чем еще врал? О том, что он на тот момент приобрел какую-то стабильность. Что за стабильность была? У него были зависимости. Он очень разочарованно смотрел на этот мир. Как будто, знаете, вот мир поблек и красок нет. А на что при этом надеялся внутри себя? На прошлое. Видать, думал, что сработает схема, которая работала раньше. Возможно, вы прощали, возможно, вы чего-то не замечали, если это в бизнесе вопросы, да, касаемые. Чем он там был раздосадован? А куда смотрел? Этот человек не доверял вам. Он вам не доверял. А почему ты не доверял? Возможно, он думал, что вы изменяете, либо еще что-то, во что-то вы вкладываетесь больше, чем в него.
А еще здесь момент, знаете какой? Скорее всего, что вы пошли в проработку себя. Кто-то в эзотерику, кто-то занялся любимым делом, кто-то, знаете, вот недополучал от этого человека в свое время, и вы просто сменили курс. Вы начали духовно расти, развиваться, поднимать свои вибрации. А он так и остался в своих тараканьих бегах, понимаете? И, кстати говоря, это могло случиться в конце августа, там осень, пока еще тепло. Вот такие моменты. И здесь еще замешаны третьи лица, возможно, ему в уши кто-то надул, что вы там или изменяете, или предаете, обманываете, да, может там, если в бизнесе обман с деньгами может быть связан. Много чего боялся и не договаривал, чтобы не казаться слабаком и трусом в ваших глазах. И недалеким человеком. Здесь... Ну, сейчас, секунду. Здесь вы пошли в рост. Мальчики, девочки, кто меня смотрит, вы пошли в рост, у вас началось новое общение, вы возможно, себя почистили, выставили защиты. Вы знаете как, ну, девятка пентаклей, короче, если по обычным картам, это девятка пентаклей, это стабильность. Вы как будто знаете... Вкладывали в этого персонажа, да, вот свой ресурс, как я и сказала. Какой именно? У каждого своя ситуация. И потом вы поняли, что вы как будто выше всего этого и начали вкладывать ресурс в свое будущее. А он так и остался, понимаете, в этой ситуации. Не пойми, куда вывезет, не пойми как и что мне делать. И в недоверии, понимаете, здесь человек не понял, что... Как бы там ни было, хорошо либо плохо, это всего лишь циклы. И один цикл сменяет другой. О чем он там сожалел? О победах, да? Мы вот на этом вот запнулись. Это я убираю. Точнее, не запнулись, мы остановили свое внимание на победах. Хорошо. О чем он жалел? Знаете, вот как обращение в прошлое у него идет, прошлое воспоминание, да? Возможно, там он побеждал вас, или таких, как вы, или в подобных ситуациях. И это осталось в прошлом. Или он чего-то раньше не боялся, а начал испытывать к вам чувства, не стал в них признаваться, и как бы решил, что и я не хочу быть под контролем у вас. Не хочу казаться вот этим слабаком. Хорошо. Что за победы ты одержал? Здесь у персонажа, у этого... Знаете, о чем сожаление? О том, что у него нет такого дара, как у вас. Духовный, эзотерический, магический, денежный. Смотрите, что у вас там. Но у вас есть что-то, чего никогда не будет у него. Он понял, что вы выше его по вибрациям, да по всему, понимаете? В любом аспекте выше. Если это партнерские отношения и, допустим, брак, не брак, я вам хочу сказать так. Вы давали этому человеку картинку, когда вы казались слабее его, и он думал, что он на фоне вас герой. Но потом, когда вы пошли в свой рост, в себя, как говорится, он осознал, что он далеко, он в принципе не умеет, и, я не знаю, там, 5% того, что умеете вы.
Он не такой бесстрашный, он не такой сильный, он не так идет на завоевание, у него этого нет. И как соответствовать вам, если этот человек понимает, что он слабак? Отпала тут у меня красота. Вот, смотрите, может тоже каждый из вас что-то для себя, да, увидит в этом. И здесь у человека прям закрыто прошлое, будущее, извините, будущее. Вот показывают прям этого персонажа. Делал, заячий хвост видно, а ноги, как знаете, копыта, как фавн. Вот фавны есть. И при этом культ, извините меня, пениса тут преобладает очень сильно. И это уже, как знаете, груз у него на шее висит. Или же не стоит, или слишком часто по лбу бьет. Ну, то есть человек с непроработанной вот этой похотью. И знаете здесь что? Этот персонаж, если кто из вас может смотреть за ним со стороны, у него как раз, во-первых, у него поменялась внешность, выпуклый лоб больше стал, знаете, брови такие еще больше нависать начали, вот эти надбровные дуги, да, вот, короче, над глазами. Человек пьет, могут быть отеки под глазами, знаете, вечно недовольный. И у него как стирается грань с реальностью, граница реальности. С этим всем параллельно. Я хочу сказать, что при вот этом всем здесь уже этого персонажа ведет другая энергия, другая сила. То есть там уже человека внутри нет, ребят. Вот здесь реально расклад сегодня такой, конечно, интересный получился. Ну, значит, эта информацион кому-то да нужна, да? Все, включились дальше в поток. Поговорили о вас, думаю, здесь все понятно. Вопрос закрываем. Опять по поводу вас. Чего он хочет? Да, в принципе, и так понятно, чего он хочет. Он хочет тех качеств, которых никогда не будет у него, уже не будет никогда, это однозначно. Ни мудрости, ни способности, знаете, из такой задницы выдраться, из которой у вас получилось. Он, возможно, думал, что он вас там загнал в какую-то ситуацию, где вы будете в страхах, там, в слезах останетесь, да, он будет качать ваш ресурс, а вы вот и, ну, как бы, хрен тебе. Но я не исключаю, ребят, тот факт, что так как защиты ваши колыхнулись, может быть депрессуха, может вас раздражать то, что раньше, ну, не раздражало, нет интереса к чему-то новому и тому подобное. Это может быть актуально. Вот последнюю неделю, полторы, даже 2 у кого-то. Может и такое, да, быть. Итак, по отношению к вам. А чего он хочет от своего рода? Что в его родовой ветке, ну, вот, знаете, как напоролась на айсберг, как Титаник. Не получает тех результатов, которые получал раньше. Ожидает, хочет получить результаты своего труда, как будто. А больше не получает. Здесь, ребята, финансовый вопрос. По финансам человечек это досложился пополам. А что ему родовая система его хочет предложить в его ситуации данной? Так.
Ой, как интересно. Здесь человек должен развернуть себя, я не знаю, не на 360, на 720 градусов, ребят. А вот серьезно. Должен посмотреть, что он наделал своими работами на кладбище. Должен понять, что существует цепь, которая дает круговорот рождения и смерти. Что-то заканчивается, что-то начинается. Здесь работа над собственным эгоизмом. Но еще есть такой момент, что для кого-то может проиграться и то, что, ну, в прямом смысле слова, душа будет просто передана дальше с физического мира. Здесь человек должен прийти к... Либо полностью, ну, пройти какую-то, знаете, такую жесточайшую трансформацию, обнулить свою душу, найти ее снова, пересмотреть абсолютно все, вот все, понимаете, всю свою сраную жизнь и осознать, что ты сделал не так. Возможно, что-то будет нелицеприятное, что его заставит полежать, посидеть, поползать и подумать. Это то, что ему род, его родовая ветка могла бы дать. У него, понимаете, с пониманием истинной мудрости проблемы, ибо он очень обозленно относится к таким моментам. А почему он так относится? Потому что, в принципе, если он копнет вглубь себя, он себя никогда не простит за те ошибки и за то скотство, которое он уже нахуевертил к данному моменту своей жизни. Это очень тяжело сделать. Это называется простить и понять даже себя. В первую очередь себя. И понять, что ты должен это отработать. Здесь человек не хочет, судя по тому, что здесь с чего начался расклад, да, с нападений, по сути дела, в вашу сторону. Какие проработки могут быть? О чем речь? Сама родовая ветка через дьявола будет его вести, ну, к очищению души. Как это произойдет очищение? Либо же с помощью физической смерти, либо же с помощью каких-то внутренних трансформаций. Это дело уже 25-е. Но тех, кого он вызывает на кладбище работая, они не выходят к нему. Там стоит, давайте скажем так, главный страж этих сил, один из... который работает на самого главного. Далеко он не последний, вот этот страж. И он просто блокирует тех, кого он там пытается вызвать. Он не дает им выйти к нему на сотрудничество. Потому что у этого человека есть уйма, знаете как, цепей, которыми он сам себя сковал. Хотя, по сути дела, ключи у него есть. Он знает ответы, истинные ответы. И правду на каждый свой вопрос. Но он не хочет это признавать. Он не хочет быть побежденным. Скорее всего, что вы этого человека не раз побеждали, либо же даже словесно ставили на место, либо давали ему понять, что, ну, дружочек, со мной не надо, как с другими, как бы я тебе тут не... цаца какая-нибудь, ты либо по-нормальному, по-взрослому, да, и соответствуй, либо, ну, блядь, не весели, короче. Вот серьезно. Клоун просто, возможно, рядом с вами был. Так что вот так вот. Этот человек, знаете, он понимает, что все, что у него в жизни сейчас происходит, это по правосудию, что он должен отдать этот долг.
но он упирается до последнего. Поэтому дьявол и следит за ним и смотрит, ну, понимаете, чем больше сила действия, тем больше сила противодействия. То есть, ну, жать на такие силы, к которым ты же когда-то и обращаешься, и даже сейчас ты обращаешься, ну, к миру, давайте так скажем, мертвым, к загробному миру, да. Причем здесь даже, давайте не так, здесь он к определенным силам уже с нижних этажей взывал. И он понимает, что это по справедливости, все по справедливости, но упирается. И знаете как, ему послания были, возможно, от умерших его родственников, прям приходили и говорили, что, ну, ты вот это делаешь неправильно, неверным путем ты идешь, остановись, тормози. Предупреждения делали как могли, скажу я вам так. Реально, родовая система старалась изо всех сил. Здесь у человека потакание своим слабостям, хитрость, манипуляция, обман. Вместо того, чтобы понять, ну, из-за чего у тебя все это. Ну, короче, ладно. Думаю, вы поняли, о чем я. Какую он маску на себя одевает? Он враждебно относится ко всем и вся. Эгоистически ведет себя. Только у него идет подъем, он, знаете, как будто барин на холопов смотрит. Но пока он себя так ведет, на самом деле, я вам хочу сказать, что не замечает, что вокруг него его же выстроенные воздушные замки рушатся. И пока он так себя ведет по отношению не только к вам, к людям и вообще к законам мироздания в целом, он теряет. И даже больше, чем наработал в этой жизни. Это и деньги могут быть, это и знания, и умения, и здоровье. И вообще вот те блага, тот запас благости, который был дан при рождении, он просто его рассирает. Сам сливает человек, понимаете? Это равносильно вот как будто... Я не знаю. Вот представьте, что ваша защита, ваши блага, ваш какой-то дар – это рулон туалетной бумаги. Да, вот, ну, к примеру, я понимаю, что сравнение так себе, но сейчас поймете почему. И вот этот персонаж, он, вот этот рулон, сразу понемножечку отматывал и в унитаз, короче, кидал, а теперь прям, знаете, запихивает, потому что он уже остановиться не может. Просто не в состоянии, у него нет силы воли на это все. Так. А чего он хочет от своего рода? Вот он стремится, да, идет к вам с нападками. И на фоне всего этого, чего он, ну, думает, получит? Он думает, что он почистится, у него будут защиты, у него появится энергия к новому, энергия созидать, творить, действовать, и что он это будет жадно защищать. Как он, по его мнению, его как бы связывают по ногам и заставляют топтаться на месте. Кто, что, почему. В деньгах не дают прорыва. Он считает, что это... Понимает, что по справедливости, но не хочет мириться с этим. Понятно. Человек еще очень зависим от мнения окружающих. Он очень зависим от мнения окружающих и одевает маски. Такие же его окружают, и он хочет от них защититься, но при этом таким же и оставаться.
Ой, он хочет казаться человеком выше своего статуса, хочет казаться умнее, побогаче выглядеть, понимаете? Это вот, я буду ездить на иномарке, а у самого, блядь, даже жить негде. Казаться мудрее, умнее, с опытом. И еще одевает человек маску, что он сильный и готов всегда к борьбе. Он трус по факту. Это трус. Это истеричка и трус. И вот это вот все, это лишь бравада, потому что очень много страхов. Да, ну хотелка у него, так знаете, нескромная к родовой системе. Говорит, дай. Говорит, дай. Закрыли вопрос с ним. Давайте на оставшиеся карты я хочу посмотреть. А что вам? Вот подсказку вам или для вас просто информацию. Итак, вам нужно совершить переход, ребят. Уходить, трансформироваться, поднимать свои вибрации, как хотите это называйте. От чего уходите? Не давайте этому человеку своих эмоций, не заботьтесь о нем, не решайте за него его проблемы. Не позволяйте, если в магии ритуалы днем и ночью нужно вам делать, не позволяйте ему пользоваться вашими ресурсами. Не позволяйте ему вкладывать в вашу голову его мысли. Те, которые вам не принадлежат, отсекайте от себя. С чем сейчас боретесь? С тем, что у вас идет зачистка пространства, могут люди какие-то отпасть из вашего окружения. Возможно, у вас не идет сейчас сотрудничество с какими-то людьми, которое шло раньше, да. Элементарно там заказов нет. Может и такое быть. Люди не обращаются к вам. Тяжело вам очень энергетически это все, но вы идете к победе, несмотря на то, что вам тяжело. Несмотря на то, что у вас не все гладко и хорошо получается. Куда идете? Вы идете в свое завершение логическое. Грубо говоря, здесь знаете как? Рай на земле, когда будут сбываться все ваши мечты. Здесь вы достигнете всех тех результатов, о которых вы мечтали. Абсолютно всех. Да, работа у вас тяжелая. И если это магическая война, и если это просто перебранка с кем-то, да, у кого-то, ну, смотрите сами, у кого какие ситуации. У кого-то просто потасовка, у кого-то там в судах вопросы могут решаться, у кого-то могут решаться вопросы у юристов, у нотариусов, к примеру. Здесь вы получите все то, что вы хотите. И у вас есть сила. В ваших руках есть сила. И куда вы идете?
Ребят, здесь основательное такое послание, что вы должны с помощью своей интуиции, своих познаний во-первых, да, учитывать еще какие-то моменты, не только свое мнение, допустим, да, не только свою точку зрения, либо же перепроверять, а верно ли вы выбираете ритуал, действие, да, там, с кем взаимодействовать. Но здесь еще такой момент, вам нужно, ну, дать отпор достойный. Вы должны вызвать во-первых, вы должны быть полностью уверены в себе, в своих защитах, в своей интуиции и в том пути, который вы выбираете. Здесь вам уже маски даже, знаете, носить и одевать ни перед кем не надо. Вы можете себе позволить оставаться собой. Но здесь еще конкретно вы должны сделать чистку с братом. Тому, кто нарушил духовные законы. Этот человек сейчас находится в 4 мечей. Он должен решать не все вопросы сразу, а решить хотя бы одну для начала. Там завязка по нижней чакре, у человека очень большая страсть. Очень большое желание победить, действовать, ворваться в пространство, сделать по-своему, напористость, понимаете? Но это все еще и... Помните, да, на свече было что? Я вам говорила, что культ, прям культ вот этого вот нижнего места на шее как обуза висит, как талисман, понимаете? Когда вы дадите обрат, вот этот человек начнет прорабатывать эти моменты, и там уже будут его проблемы. Будет ли он дальше с вами бороться, основываясь на вот этих вещах, не понимая ничего, либо начнет прорабатывать себя. Какие знания вам сейчас даются? Если в магии вы можете творить, из чего вам под руку попадется, вы можете создавать свои ритуалы, заговоры и тому подобное. Если бытовые вопросы, вы из ничего можете сделать конфетку, грубо говоря. Вы здесь создаете свою жизнь, свою реальность, свое пространство, в котором вам в первую очередь будет удобно. Вам все возможные инструменты в руки даны. Создавайте. Что нужно вам починить в себе, если хотите? Не ведитесь на провокации и на предложения неблаговидных людей. Потому что там может быть еще запитка к вашей сердечной чакре, к 4. Не подпускайте к себе и не позволяйте себе быть тем человеком, который попирает мораль и прет напролом к своим целям. Вот этого вам нельзя делать. Или это вам в себе нужно починить. Здесь нужно знать, когда пора остановиться. Или же понимать, кто и что вам на самом деле предлагает по факту. Может, обещают одно, а под этим всем кроется вот эта личина, где человеку плевать на все законы человечности и морали, он просто вас растопчет, когда вы ему будете не нужны. Вам нужно больше отдавать времени творчеству. Какой еще круговорот проходите? Вы должны вернуть свое. Здесь крадников очень много на вас. Пройти свое.
пройти свое, да? Ну, значит, кому-то нужна была эта фраза, что-то. Взять свое обратно. То, что у вас крали. Научиться ценить то, что у вас есть, что вам дано. А что крали? Ваши мечты, планы на будущее крали, то есть пообещали одно, сделали другое. Но здесь еще вам от иллюзий, от мороков нужно избавляться. Знаете, что вам нужно вернуть свое? Возможно, кто-то из вас не верит, что вы победите, или борьба закончится, или вы выиграете. Но здесь я вам хочу сказать, что вы полностью освободитесь от старого. Вы получите результат, тот, который вы хотите, что бы каждый из вас там не хотел, не желал сейчас. Вы перестанете оглядываться на мнение большинства. И как только вы это в себе проработаете, к тому же моменту, вот вы прям уже будете получать результаты своих трудов. И еще момент, не нужно долго обмусоливать ситуацию и оставаться в старом. Если что-то рушится в вашей жизни, значит это не ваше. Все, вам пора идти в новое. Не нужно сидеть на вот этой вот разрушающейся башне, да, и искать оправдания другим людям, либо себе, либо ситуации какой-то, да. Просто нужно идти в новое, вот и все. Не позволяйте никому на ментале воровать вашу энергию, забирать ваш ресурс, ваши силы, ваши знания, ваш дар, вашу связь с родом. Здесь вы должны работать по менталу и защищать себя. Здесь конкретно, знаете как, с умом, конечно, нужно это делать, нападать. Правильное нападение, не в ущерб себе и своей энергии. Вам еще нужно готовиться ко всему новому. У вас что-то будет кардинально меняться в жизни. И нарабатывайте свою силу воли. Если она у вас уже есть, значит она должна быть проявленной. И на ментале, и на физике. Потому что только таким методом вы добьетесь всего того, по поводу чего выстраивались планы, причем очень долго вами. Да, есть еще люди, которые не хотят, чтобы вы получили это. Они не хотят, чтобы вы находились в гармонии, в покое, и чтобы у вас налажено все было, понимаете, где вы счастливы, вы на своем месте, со своими людьми. Здесь у кого-то конкретно работа с миром мертвых, с вашим родом или уже с другими энергиями, смотрите сами. Здесь кому-то очень не хочется, чтобы ваша связь становилась сильнее и ваши силы возрастали. Причем этот мир мертвых дает вам очень хороших хранителей, которые убирают все ненужное из вашего пространства. Они прям защищают вас, чтобы вы не отвлекались на ненужные моменты, а четко и конкретно шли к своей цели. И сейчас две карты, так сказать, финальные. Вся колода у нас ушла. Две финальные карты.
Ну вот, девочки, мальчики, десятка мечей, уход. Закрываем ситуацию, даем достойный отпор, работаем над собой. Накидываем на себя непрогляды, чтобы никто вас не мог узнать, рассмотреть, как вы живете, где живете, уходить от всего старого и идти в будущее. И видите, как больше карт не осталось. И в будущее давайте из оракула теней. Вы должны радоваться жизни этой, принимать ее как дар. У кого-то осознанные сновидения начнутся. Здесь вы начнете вот реально прокачку по менталу, работа с астралом у вас идти будет. Здесь вы войдете в такую свою силу, когда вы будете счастливы везде, всегда и постоянно. Для кого-то элементарно вы сможете выспаться. И пока вы будете это делать, вы еще и будете прорабатывать кое-какие аспекты. Поэтому, ребят, вот такой вот расклад у нас вышел сегодня. Отпишитесь мне, пожалуйста, по поводу вашего мнения насчет сегодняшнего расклада. Если вам хочется и есть что сказать, оставляйте комментарии. Оставляйте также лайки, дизлайки, кому что нравится. Я считаю, что расклад получился весьма объемным, много чего. Действительно, эта колода достает прям из-под недр. Вот реально из-под недр. Тут вам предки рода вашего помогут, не переживайте. Разрушить вот эту старую кабалу, давайте я так скажу, и начать новую жизнь. У вас новое рождение, если хотите, будет. Так что вот так, ребят. А на этом я с вами буду завершать сегодняшний сеанс. И пожелаю вам добра этого мира, как обычно. Пока-пока.